Представители знака зодиака Скорпион, приветствую вас. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие события спешат на ваш порог и с чем это будет связано. Кто или что, возможно, спешит в вашу жизнь, и, быть может, это конкретный человек, персона, или это какое-то сообщение, новость, информация и знаки судьбы. Что вам важно услышать или что вам хотят передать высшие силы? Давайте рассмотрим, и к чему все идет. Достанем и такие карты. И вначале у нас цыганский старинный пасьянс, который у меня очень много лет. Позже мы дополним значение картами Таро. И, конечно, будем реалистами, поскольку любой расклад или прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы не выносим вердиктов, мы вместе размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но я надеюсь, вы сумеете переложить на метафору карт то, что в вашей жизни происходит, и какие-то подсказки мы получим. Самое главное, чтобы мы с вами провели приятное время. Когда мы смотрим Таро прогнозы, расклады, каждый из нас обдумывает что-то свое. А вы люди интуитивные, от того, как мы сумеем услышать, возможно, то или тот вариант, который мы прежде даже не рассматривали. Это тоже можно расценивать как какую-то подсказку или возможность найти выход из создавшегося положения. Итак, смотрим. Что же спешит на ваш порог, события ближайшего будущего? События ближайших дней. Вот смотрите, у вас выпадает маска. С одной стороны, говорю всегда о том, что самим, видимо, какую-то маску за пазухой иметь не помешает, потому что, ну, не все люди откровенны, это уж точно, раз маска выпадает. Это скрытый человек. Мы еще не знаем его замыслов, мы не знаем, что от него ожидать, или могут усыплять, кстати, бдительность, поэтому куда-то не торопитесь. Наверное, будет очень правильно, опять же, потому что вы интуитивные люди. И у кого, а у Скорпиона получится. Когда вы контактируете, неважно с кем, пытайтесь прочувствовать собеседника, что он с собой несет или что он задумал, как он относится. То есть вот не общение ради общения на автоматизме, а именно где-то прочувствовать. Смотрите ему в глаза. Ваш взгляд, кстати, не все люди способны выдержать взгляд Скорпиона. И если люди отводят глаза, ну кто знает, может и стоит задуматься. Но и маску самому, скорее всего, придется одевать. Почему? А мы еще пока чего-то не видим, мы еще чего-то не знаем. Или что-то неоднозначно. Вот, кстати, иногда нас жизнь заставляет договариваться даже с теми, кого мы в принципе не рассматриваем ни как партнеров, ни как продолжение отношений. Ну вот бывает такое. И тем не менее что-то у вас продолжается, нравится нам это или нет. И очень часто, кстати, когда совпадают вот эти два значения, ведь узел– это сильная связь. И в любой сфере жизни может проиграться. То есть какие-то контакты нам приходится продолжать. И правда, мы не можем исключить соседей, мы можем изменить наши отношения к ним. Или коллеги, мы тоже их не можем исключить, правда? Или какие-то обстоятельства вообще внешние, родственники, например, родственники партнера. Но тем не менее, не замечтаться будет важно. Ну, а если кто-то буквально бросает вам перчатку или какой-то вызов, ну, не идите на это или не ведитесь на это. И тем не менее, я так больше надеюсь, что, знаете, тут другого характера может быть история. Смотрите, вот как раз поскольку совпадает во втором ряду, как и узел, и любовь по лебедю, любовь, верность, искренность и верность, безусловно. И выпадает еще, я уже не переворачиваю череп. И это сомнение. Это не есть какая-то конкретика. Поэтому это вы можете сомневаться в каком-то человеке. А как раз человек в ваш адрес очень верный. И почему вы можете сомневаться? А потому что есть какая-то маска. Кто-то может, знаете, заведомо искажать информацию или наводить тень на плетень, врать попросту, понимаете, или льстить вам,
пытаясь где-то усыпить ваше благополучие и, наоборот, как-то вас отвести от темы и придавая некоторых негативных моментов, может быть, в ваших отношениях с другой персоной. Я такое могу допустить. Ведь это может, как опять же, или через личную жизнь, вашу историю любви, но иногда это бывают и партнерские отношения. Тут тоже все неоднозначно. Поэтому слушайте себя. Ваша интуиция вам будет давать правильные подсказки. Может быть, это как экзамен жизни. Смотрите, вам как будто по судьбе. Вот в чем-то разбираться. Причем делать это очень красиво, элегантно. И тогда у вас получится. У вас совпадает корабль. В этой колоде корабль– это исполнение желаний. Более того, еще и кубок– это гости. Либо вы собираетесь в гости, либо к вам, может быть, гости. Или, мои дорогие, вот этот триплет, да, маска, узел и лебедь. И в то же время, как вот переживания, да, где-то перемежаются с этим значением. Это вы в гостях или к вам приходят гости? И как сорока на хвосте принесла какие-то вести, которые вас, может быть, с одной стороны, или не радуют, или вы засомневаетесь в ком-то, а на самом деле, ну, подожди тут сомневаться, что-то нужно расставить по местам. Тут все-таки маска. С этого начинается наш расклад, что не все однозначно, или не все люди, то, что они транслируют, они на самом деле об этом думают или задумали, или пытаются, может быть, вас на что-то уговорить. У вас вот такое, может быть, как жизненное испытание или, как я говорила, экзамен, как по судьбе все расставить по местам. И у вас это получится, потому что у кого-то это может быть как вопрос, который сопряжен с вашим переездом, кстати, или со сменой работы, или встречей с любимым человеком, если вы на расстоянии, или и еще каким-то событием, которое для вас-то как раз в плюс, мои дорогие. И я тут вижу, тут для тех, кто в паре или у кого есть партнер, пусть вы сейчас где-то, ну не вместе даже, да, а хотите съехаться. Я могу предположить, что есть какая-то персона, которая пытается противодействовать каким-то образом. Или вам что-то говорит, ну, совсем не в том ключе, не в том по формате, не в ту тональность. Потому что у вас еще, как и узел, да, вот эти карты, которые у нас совпадают, а еще одновременно радость. Ну, какие-то контакты, как и к радости, это вы можете быть вдохновлены какими-то отношениями, а кому-то это может быть и не нравится. И так я могу допустить. Но так или иначе у вас должно быть исполнение желания. Но, может быть, и выбор какой-то вам приходится делать. А тем не менее, ведь что-то доброе пытается войти в вашу жизнь, мои дорогие скорпионы. Вы знаете, у кого-то даже может быть как встреча новая. Ну, тут по-разному, у каждого по-своему. Цыганка, поэтому и цыганский пасьянс называется. Но вообще значение прописано «лицо». Имеется в виду не человек даже, а именно лицо. Это тот, кого мы еще не знаем достаточно хорошо. Это тот, в отношении которого не стоит делать каких-то скоропалительных выводов. Но как новый человек в вашей жизни, нам просто не говорят, как будет это развиваться еще история. Может быть, действительно, как новое лицо в вашей жизни, которого вы не знаете, или кто-то к вам приезжает в гости надолго, тогда будьте аккуратны и внимательны. Вот, кстати. Проверяйте, может быть, закрывайте, где там ваши хранятся важные вещи, документы и все остальное, чтобы не было подвоха. Одним словом, себя нужно сохранять, потому что, ну, не все однозначно же, правда. С одной стороны, есть какая-то, может быть, как исполнение желаний или победа, ну, что-то хорошее, но есть еще и некоторые неопределенности. И, кстати, гости, осмотрите и лицо, и еще месяц. Месяц– это ну, где-то на уровне интуиции наши размышления, недоверие, какая-то неопределенность. И это как будто может быть вхоже в ваш дом. Или это будет связано с появлением конкретного человека в вашем доме. Или какими-то еще событиями, которые, возможно, связаны либо с тем местом, где вы сейчас находитесь, или где вы собираетесь, может быть. Но вот сразу нам дают несколько подсказок, и я так вижу, через интуицию вы можете прочувствовать какой-то
ну, как направление наиболее правильно. Потому что то, что транслируется, оно еще где-то зыбко, непонятно, или транслируется одно, а по факту есть что-то другое. Но, видимо, вы все расставите по местам, поэтому вам и выпадает, как и символ Меркурия, новых возможностей, так и какая-то, кстати, нужная информация, как будто по судьбе, и возможность к исполнению желаний. И это не сразу все желания, но как минимум одна какая-то тема, она у вас прояснится, мои дорогие скорпионы. Пока я с вами говорила, не вижу я больше совпадений. Да. Пойдем с вами дальше. И повторим наш вопрос. Что идет в вашу жизнь? Ну, возможно, это какое-то событие или вообще что-то более глобальное, какая-то перезагрузка. Давайте достанем эту карту. Это будет первая карта. А вторую, кто или что спешит на ваш порог. И, может быть, это связано с человеком. Или две какие-то совершенно разные ситуации. И знаки судьбы, или то, что вам важно услышать, мы достанем вторые карты. Как? Что идет на ваш порог? Или кто или что спешит в вашу жизнь? И к чему все идет? То есть, что будет продолжено? В каком ключе? По первому событию. И к чему все идет по второму? Сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег. Достанем карту, посмотрим. Энергия. Сфера любви и личной жизни. Так что же идет на ваш порог? Семерка жезлов, мои дорогие, правда, какая-то неразбериха. И по семерке жезлов нам говорят, свой собственный дзен, свое равновесие нужно хранить. И где-то не быть вовлеченным в те дела, которые для вас не окупятся сторицей. Ну, может быть, и буквально, если мы говорим о деньгах, но это еще ведь ваша ресурсность, не только деньги. Это ваше время, это ваши потраченные силы. Это, ну, может быть, где-то и надежда. Вот не должно быть ничего такого в пустоту для вас, мои дорогие скорпионы, потому что по семерке жезлов вот что идет, если мы спросили. А тут какая-то многозадачность идет. Тут идут сразу, ну, как много людей. Или какую-то, они несут вам новость. Но ведь это руководствуются они только тем, что, может быть, они заинтересованы в вас. Или вы ресурсный человек. Или вы сильные люди. Именно вы, мои дорогие, можете решить какой-то вопрос. И человек хочет переложить решение конкретного вопроса на ваши плечи. И где-то могут быть разные подходы, нам могут льстить. Самое главное, чтобы мы согласились, верно? Или могут тут тень на плетень наводить, кстати, вот по маске тоже. Потому что мы же должны согласиться, но у человека всегда есть какой-то интерес. И у нас как минимум 6 жезлов. Наш герой вооружился на всякий случай этим жезлом, но он не торопится действовать. Вот и вы не торопитесь. То, что я говорила, сохраняйте свой собственный внутренний баланс. Здесь надо хорошенько подумать, стоит в чем-то участвовать или стоит ли что-то продолжать, или нет. Часто эта карта советует отступи полшага назад. Дождись, как разовьются, может быть, некоторые события, как до максимума. Или позволь человеку выговориться, умей держать паузу, и это очень важно в разговоре. Часто мы, э, когда молчим, человек, вот, предположим, вам что-то рассказывает, а вы молчите. Он думает, что вы не поняли, и продолжает дальше. Вы опять молчите. Это такой прием. Но вот как раз по семерке жезлов нам где-то рекомендуют им воспользоваться. Так вот, если мы снова молчим, в результате человек думает, что вы опять же чего-то не поняли, и он с каждым разом вам преподносит информации больше. Он вам что-то раскрывает, а вы узнаете больше. И вполне вероятно, человек вам думал, что скажу в каком-то одном формате или ключе, а тут шаг за шагом вы же молчите. Он не понимает, поняли, не поняли, услышали, не услышали. В итоге он разговорился и сказал больше, чем намеревался, а у вас больше информации. Вот буквально такой психологический прием вам будет помогать по семерке жезлов. Поэтому что идет ваш порог? На ваш порог. Тут может интересы чужие идти на ваш порог. И давайте мы с вами сразу откроем как знаки судьбы. Для чего это вам нужно? Вот карта подтверждает все то, что я сказала. Умеренность,
Тем не менее, какую-то информацию вы услышите из вороха новостей или из того, что говорят люди, и вам это будет полезно. Здесь может проходить, пусть не в этой колоде, но тем не менее по аркану умеренности, не случайные случайности, которыми нужно воспользоваться или их переложить на свою жизнь. Это может быть банально какая-то информация или ваш внутренний инсайт. Но карта подтверждает все то, что я сказала, и это как знак судьбы. К чему все идет? А какая-то перезагрузка по пажу жезлов, мы, ну, как что-то обновляем. Или пусть это касается вашей работы. Все же жезлы, дела, работа, бизнес, ну, где-то зарабатывание денег или оттуда, откуда приходят к вам деньги, ваш доход, как вы получаете. И вы тут что-то можете пересматривать. Может быть, смена графика работы, может быть, как сами по себе, да, системы взаиморасчетов. Одновременно мы можем что-то изучать, нам как будто и неплохо было бы что-то изучить, потому что обновления какие-то следуют, и нам нужны новые знания буквально, или приходится что-то просчитывать, но опять же, в каком-то другом ключе. Но как будто нам приходится менять походку, да, вот переложите такую фразу, видоизменять, может быть, наши действия, методы, причем действовать так, как не ожидали окружающие. Вот это тоже может быть. А для кого-то из вас к чему все идет? Есть конкретное лицо, может быть, этих людей много, а вы сейчас именно находитесь в том жизненном этапе, когда фильтруете свое окружение. И, может быть, этих людей в вашем ближайшем окружении было много, а останется один или два. И тут это тоже может означать паж жезлов, потому что мы меняем, ну, общение, мы меняем самих себя, мы меняем собственное окружение. Мы, если с кем-то где-то внутренне, пусть мы не говорим, как вердикт вынесли, ну все, до свидания, а когда мы внутренне определились, ну вот этот контакт я точно больше не буду продолжать, ставлю точку. И тем самым мы позволяем новым людям, каким-то новым интересным возможностям войти в нашу жизнь. И по пажу жезлов это действительно какая-то новая перспектива, может быть, к чему все идет. Или это приходит с каким-то новым человеком, или вот с той новостью. И поэтому среди вороха новостей, может быть, человек, к примеру, вам пришел и что-то говорит – пытается вас к чему-то склонить. А если вы позволите ему разговориться, вы это переложите и скажете: «Да я сам это в одиночку осуществлю, и у меня будет больше бонусов». Вот, кстати, такой маленький нюанс. Кто или что спешит в вашу жизнь? Ну, наверное, нам Венера, она до 13 числа еще в ретро-движении. Вам нужно разобраться с какой-то ситуацией, причем окончательно, ну, по какой-то истории со знаком минус закрыть в прошлое дверь. Именно закрыть в прошлое дверь. Потому что я вот, кстати, люблю эту карту, как бы кто к ней не относился, тройка мечей. И я ее в своих раскладах чаще называю карта здорового равнодушия. Это не есть то, что случается вот теперь. Это какой-то грустный, печальный опыт прежде. И тот, который, ну вот как больное сердце, израненное, словно как, знаете, искалеченная душа. Вот можно и так сказать. Почему я так говорю? А потому что мы долгий период были в каком-то замешательстве. Мы понимали, что в отношении нас какая-то может быть несправедливость. Мы кому-то доверяли, а нас предали. Ведь предательство идет по этой карте. Но опять же, это случилось. Оно-то случилось, а мы-то не можем это забыть. Оно вроде бы уже и произошло, и завершилось, а мы все где-то в мыслями, ну, возвращаемся к этой снова и снова ситуации. Она нас буквально держит. И вот это здоровое равнодушие, которое должно прийти на смену печальному опыту, когда мы оставляем саму ситуацию или какой-то опыт в холодном варианте. И тогда на смену пережитым эмоциям нас это утешает. Мы просто понимаем, что такую ошибку мы больше не повторим. Но по ретро-Венере могут некоторые персонажи такие возвращаться. Или, допустим, вы завершили какие-то отношения, могут, кстати, вернуться люди. И это может быть по работе, почему нет. Может быть, вы уходили с предыдущего места работы, и тоже это было болезненно. А вас могут вспомнить. Вы прекрасные работники, сотрудники. И почему бы нет? Попробовать войти в реку дважды кто-то может, что-то вам предлагать может,
А тут нам карта говорит: не повтори печальный опыт. Или пусть это касается, как мы говорим, бывших, какой-то бывшей истории, тут тоже могут возвращаться. Вот именно кто-то из прошлого со своими интересами к вам пытается на этой неделе вернуться или втянуть вас в какой-то вопрос, в какую-то тему. Мои дорогие скорпионы, точно вам туда не надо. Вам нужно, наоборот, эту информацию, знаете как, тем не менее выслушать, потому что какое-то рациональное зерно определенно вы услышите. Да, какая-то перезагрузка у вас должна быть. Или вам будет проще все по местам расставить. Вот может быть и так. Но утешение, если мы спрашиваем, кто или что спешит в вашу жизнь? Утешение, мои дорогие. Знаки судьбы. И ваша самодостаточность. Полное доверие самому себе. Девятка пентаклей, умение делать деньги, может быть, и по-другому каким-то образом. Вам придется трансформировать свой бизнес или пересматривать свою как бы степень дохода, степень вовлеченности в какое-то дело, если это касается партнерских отношений. Но так или иначе, это как знак судьбы ваша ресурсность, которую можно приумножить. Для кого-то знаки судьбы вы получаете деньги конкретно. И тогда я все-таки вижу, поскольку тут нам уже говорят, что в каком-то новом ключе, контексте у вас появляются возможности, значит, не торопитесь тратить буквально эти деньги, они вам зачем-то понадобятся. И в целом карта говорит, как знаки судьбы, это построить свое благополучие совершенно в новом контексте и ключе. Вполне вероятно, расставить все по местам или навести порядок в собственной жизни, в собственном окружении, с чем-то определиться вам придется или как бы было бы правильно, как знаки судьбы, вам хотят передать высшие силы, больше порядка, или когда вы не вовлекаетесь в интересы других людей или производите какую-то фильтрацию, когда вы понимаете, что что-то я точно не буду продолжать, никакого прогресса меня там не ждет. Таким образом, вы укрепляете свои позиции и расширяете свои какие-то возможности. И к чему эти возможности идут? Завершается, опять же, какой-то сложный этап, восьмерка кубков. И когда мы искали долгое время выход, или мы словно были в потемках, что-то мы не знали, вот здесь вы все расставляете по местам, и более того, выходите из какой-то сложной патовой ситуации. Мы просто идем вперед. И здесь, несмотря на то, что первая карта у нас такая материальная выпала, а здесь нам по восьмерке кубков человек идет налегке. Может быть, не поддаться на какие-то уговоры или призывы, когда нам могут говорить, что не, вот это способ, возможность заработать деньги, большие деньги. А мы тут что-то проанализируем и скажем, да не хочу я с тобой иметь ничего общего. С тобой только начинается все хорошо, но заканчивается печально. Вполне вероятно. Здесь может быть и уход по-английски, когда мы просто себя сохраняем и уходим, словно вот в ночь уходим. И я это тоже могу допустить. Почему? Потому что пропал интерес, пропало даже доверие к кому-то. Может быть и так. Или понимаем, что какой-то жизненный этап у нас уже завершился. И на пороге совершенно новые возможности. Сфера ваших достижений. Выход из лабиринта. Карта подтверждает туз мечей о том, что вы можете получить действительно какую-то информацию, и она может быть, знаете, как пункт нового отсчета для вас времени, более счастливого, более ресурсного, более такого интересного для вас, как с новыми возможностями, с новыми контактами, может быть, с новыми яркими знакомствами или перспективами, мои дорогие. Мы действительно какое-то время блуждали в потемках или в лабиринте, но вот теперь уже точка. И не случайно вот эти две карты говорят окончание чего-то. И если мы говорим 3 меча и один меч, четверка мечей. Поэтому, правда, утешение наступает у вас на этой неделе, и вы более четко видите, что вы будете продолжать. Лабиринт заканчивается. И это на сферу достижений, денег. И деньги есть, и деньги будут. Но, наверное, с этой точки отсчета другие, может быть, траты, другие направления. Или ну, какая-то реструктуризация вашей жизни, адаптация к чему-то новому, организация даже по-новому
того, что вы бы захотите продолжать или вообще каких-то новых интересов. Давайте посмотрим, что же на любовь и личную жизнь. Любовь и личная жизнь. Десятка кубков. Приумножаем, преувеличиваем. И есть и люди, действительно, не случайно у вас выпадает лебедь. Искренность, верность, любовь. Это ваши близкие. Кто, ну пусть это один даже человек, или у кого-то это ваша семья. Для людей семейных есть вопросы семьи. Может быть, тоже тут не все однозначно, но в конечном итоге действительно исполнение желаний. И это будет исполнение касаться, когда и вы, мои дорогие скорпионы, будете довольны, потому что ведь десятка кубков — радость, счастье, взаимопонимание, что-то светлое и доброе спешит в вашу жизнь. И это можно расценить как и знак судьбы, можно как и то, что спешит в вашу жизнь. Но есть еще какие-то вопросы из прошлого, когда вы просто, как я говорила, либо порядок навести, либо расставить все нужно по местам, чтобы этот лабиринт закончился. И направление, чтобы вы были счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.